Всем привет с прекрасного города Измаила. Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. И вновь Раиса Горяченко и Александр Волик готовят новое видео. И это видео посвящено тем сообщениям, которые буквально посыпались, как из рога изобилия, после того, когда увидели мое видео о том, как я высаживаю рассаду томатов, баклажанов. И увидели компонент, который для многих пока неизвестен. Ну что ж, давайте рассмотрим эти вопросы более подробно. Вот эти компоненты, и сейчас я постепенно отвечу на все эти вопросы. А начну я освещение этой темы с первого вопроса, который поставила Марина нам в Одноклассниках. Она спрашивает, почему вы используете при посадке рассады именно кормовые дрожжи? Почему бы не использовать, ведь много сейчас идет информации в интернете, именно хлебопекарские дрожжи? Давайте рассмотрим этот вопрос более глубоко и разберемся, что же все-таки собой представляют хлебопекарские дрожжи вначале, а затем кормовые дрожжи, для того, чтобы понять, зачем и что и когда и лучше использовать при выращивании овощей, тем более в нынешних условиях мини-ледникового периода, который уже начинается. Итак, рассмотрим сейчас именно дрожжи. Обычные хлебопекарские, они разных видов есть, но неважно, эта тема. Да, кстати, очень много информации в интернете о том, как производят хлебопекарские дрожжи. Но снова же не буду останавливаться, компоненты не всегда приятные и иногда даже очень настораживающие, что мы едим. Естественно, эти продукты являются основой для приготовления дрожжей, но все-таки мне почему-то кажется, что не все до конца так и просто, и не все договаривается. Сейчас как раз время такое, когда все открывается, и я думаю, что в ближайшее время мы очень много сделаем открытий в этом плане. Но вернемся к хлебопекарским дрожжам, которые мы можем использовать или предлагают нам использовать при выращивании различных растений. Напомню, что дрожжам нужны особые условия. Это могут быть условия аэробные и анаэробные. Ну вот аэробные – это наличие доступа кислорода. Вот мы используем вот эти условия при выпечке, то есть при приготовлении теста. Несколько раз оно всходит, мы снова месим, снова доступ кислорода, и вот таким образом получаем очень пышный, красивый хлеб. А вот анаэробные используются, и действие их используется при изготовлении алкоголя, то есть с помощью брожения приготовляем вино или бродят какие-то фрукты и туда дрожжи, и получается вот эта брашка, с помощью которой потом некоторые делают самогон. И изготовляются с помощью вот этого способа анаэробного кислоты различные. Ну вот для того, чтобы получить элементарно получить ответ на этот вопрос, почему не использую сейчас дрожжи, именно те, которые предназначены для выпечки хлеба, булочек и так далее, я хочу ответить на важные две составляющие, почему не дают пользу в это время года эти важные компоненты для кухни. Ну и в более поздний период их можно использовать, но не часто дрожжи. Итак, скорость размножения хлебопекарских дрожжей зависит в первую очередь от температуры. А температура при многочисленных испытаниях, и ученые выявили, что нужна температура для того, чтобы работали дрожжи, нужно минимум 27 градусов и очень хорошо 35 градусов. При температуре свыше 50 градусов брожение, работа
деление клеток прекращается. И вот почему я назвала вот эти температуры. Смотрите, сейчас, когда мы высаживаем рассаду в почву, очень многие высаживают даже в открытый грунт, а температура почвы имеет 15 градусов. Сегодня я снимаю 6 мая, у нас зашел холодный циклон, открытая почва, уже в течение суток температура воздуха понизится до +8, а там будет и ощущаться еще чуть-чуть меньше, главное нету морозов. Так вот, температура почвы, естественно, также нагретая до этого времени, она тоже будет понижаться. Какие могут быть +27 градусов? Будет ли работать? Да нет. И именно вот эти поколения дрожжевые, клеточки, которые делятся, они живут от 1 до 7 часов в зависимости от среды и возраста материнской клетки. Вот представляете себе, от 1 до 7 часов это вот должна клеточка использоваться для того, чтобы она поделилась и принесла пользу. При таких температурах вообще не будет никакой работы. Даже в теплице температура почвы, когда я высаживала, и сейчас вот она составляет от +20 до +22 градусов. Я слежу за этим важным моментом, поэтому вот это очень важное условие, оно не соблюдается. И вот многие огородники мне пишут, что вот не работают вот эти дрожжи, они их и так делают, и с сахаром, и брашку делают, и поливают. Как они могут работать, если нету самого главного условия – это температура? Температура не соответствует для их жизнедеятельности. Они просто через 7 часов все погибнут. Следующее важное условие для работы таких дрожжей – это условие наличия пищи. А наличие пищи – это может быть молоко, может быть сахар, ну больше всего это сладенькое они любят и быстренько расщепляются, делятся и дают результат. Помните, многие хозяюшки знают, что нужно немножко молочка, немножко сахара и туда сухих дрожжей или таких же, и в теплое место, и начинается работа, деление материнской клеточки. Вот этих условий у нас тоже в почве нету. Мы не сыпем туда сахар, хотя я использую для первого полива молоко, свежее молоко, но оно не предназначено для дрожжей, а для питания корней, для развития мощной корневой системы, тех же томатов, перцев, баклажанов. Ну и вот мы рассмотрели с вами те компоненты, которые необходимы нам для того, чтобы использовать дрожжи для выпечки. И я хочу вот определенный вывод сделать после вот этой части. Итак, нам нужно для того, чтобы использовать дрожжи для выпечки, для огорода, вот эти дрожжи пищевые, нам нужна температура почвы минимум 27 градусов, максимум, очень хорошая работа, +35 градусов. И питание. Итак, температура почвы у нас совсем другая, у нас очень маленькая, в открытом грунте вообще она ниже, там температура для корней опасная сейчас, кто высадил очень рано рассаду в открытый грунт. Ну и питания тоже нету. Я использую эти дрожжи в летний период, когда уже очень высокая температура. Мы мульчируем тогда наши овощные посадки и добавляю молоко, немножко каких-то старых варений, если есть что-то сладенького, но совсем немного, и даю возможность в теплой воде, чтобы это буквально там немножко, полчаса, должно, около часа даже можно подержать, но уже в той же теплице, и тогда полить теплую почву, когда уже прогрелась почва, 27-30 градусов, вот в это время уже можно будет пользоваться этими дрожжами. И вот мы переходим плавно к другой части нашего видео, и я отвечу на вопрос, почему я использую при посадке рассады кормовые дрожжи.
Кормовые дрожжи, снова же повторюсь, это ценный белковый витаминный продукт, который очень нужен растениям. Микробный протеин, синтезируемый дрожжами по усвояемости и содержанию аминокислот, превосходит протеин животного происхождения и повышает биологическую ценность белков других важных компонентов, которые мы используем при посадке растений. Что еще очень важно? Очень важно, что растению нужны аминокислоты. И здесь эти аминокислоты как раз есть. Также очень ценно именно аминокислотами кормовые дрожжи. Они легко усваиваются растениями и участвуют в разных процессах обмена веществ. Аминокислоты необходимы нашим томатам, перцам, баклажанам для нормального прохождения метаболизма растений, поскольку являются, как говорят ученые, теми кирпичиками, из которых строятся белки. И основа тоже белки в этом растении. Но вернемся к аминокислотам. Растения могут самостоятельно синтезировать все необходимые для них аминокислоты в почве. Но в период интенсивного роста или при негативном влиянии стрессовых факторов аминокислоты из кормовых дрожжей позволяют рассаде, а потом уже растущему растению ускорить метаболические процессы, не тратя при этом дополнительную энергию на собственный синтез. Это очень важный момент. Кроме витаминов, я не буду больше уже углубляться в состав кормовых дрожжей, просто скажу, что ныне мини-ледниковый период. И это будет очень короткое лето, длинные периоды холодов, и нам нужно будет этот теплый период максимально использовать для того, чтобы дать возможность растению быстро адаптироваться к условиям нынешним и эти ускорить метаболические процессы и не тратить при этом дополнительную энергию на собственный синтез и не тратить время на это дополнительное. Поэтому кормовые дрожжи я использую именно для того, чтобы их вначале при посадке температура 20-22 градуса, нормальная, кстати, тоже температура, все эти составляющие остаются живыми, не погибают. И при наступлении температуры нужной, это все вместе начинает работать для растений. И вы видите на экране сейчас результаты. Это урожай всех растений, которые мы получали. Я даже вырастила выше себя перец, который должен расти где-то на уровне метра, чуть больше. А перец вымахал таким большим. Это все работа дрожжей. Казалось бы, можно было бы сыпать их сколько угодно, чтобы быстрее росли наши растения, но у меня уже отработана такая схема. Я использую вместе с рыбной мукой. Рыбной муки нужно 3-4 ложки, это можно увеличивать до 4 ложек столовых под каждое растение, 3 ложки мясокостной муки и 1 ложку кормовых дрожжей. Это все вместе очень хорошие составляющие для того, чтобы дать хороший старт, а затем создать очень хорошее, крепкое, здоровое растение. Поэтому я не рекомендую сейчас спешить использовать хлебопекарские дрожжи и ждать, что растение в этом холоде вдруг начнет расти. Не будет такого, не будет оно расти. Нет для него условий. И вообще нужно, еще раз говорила и буду говорить, переходить к выращиванию овощей в теплых условиях, то есть в теплицах. Можно использовать укрытия какие-то, но ни в коем случае в холод, когда резкие перепады, почва не прогревается, не успевает прогреваться эти 3-4-5 дней или неделя очень жаркие, а потом снова же холодный циклон. Поэтому нужно использовать именно те
какие-то компоненты, условия, при которых могут расти наши растения и, естественно, давать нам урожай. Мы же их высаживаем ради того, чтобы получить ценные витаминные плоды. Ну что ж, я ответила, постаралась ответить на ваши вопросы, почему я использую кормовые дрожжи, с чем это связано, и почему я не использую в начале сезона, то есть весной и в начале лета, до момента нагрева почвы, это где-то июль, конец июня, июль месяц, только тогда вот я использую хлебопекарские дрожжи. А сейчас использую вот эти важные кормовые дрожжи, которые продаются в ветеринарных аптеках и используются в ветеринарной медицине. Ну что ж, с вами были Раиса Греченко, Александр Волик. Ждем ваши новые вопросы и готовы разбирать, отвечать для того, чтобы не становиться на грабли из года в год, на одни и те же грабли с дрожжами, на которые мы тоже несколько лет потратили и наконец-то нашли выход из этого положения, когда можно и какие можно использовать дрожжи для того, чтобы улучшить и процессы в растении и получить более качественный и тоже, кстати, качественный, вкусный урожай овощей. Ну что ж, прощаемся до следующего видео. Всего вам самого-самого доброго. Думаем, учимся и трудимся. Всего доброго.